Здравствуйте, меня зовут Юрий, я рад вас всех приветствовать. Материал для изготовления стеллажей — готовые мебельные щиты из сосны, примененные столярные соединения, мебельные шканты и косой шуруп, а также фрезерованный паз для полок. Такой выбор обусловлен тем, что итоговая сборка будет производиться на объекте, не в мастерской, и применить клей не будет возможности. Купленные мебельные щиты не всегда имеют идеальную геометрию. Приложенная прямая рейка показывает на просвет, что кромка кривая, и перед раскроем щита ее желательно выровнять. Для выравнивания кромки у меня есть фуганок, но при его отсутствии есть много других способов получить ровную кромку. И 7 из них я показывал в одном из своих видео, ссылка на него будет в конечной заставке и в описании к видео. Теперь, когда кромка ровная, можно распустить щит по длине, с минимальным запасом, буквально полмиллиметра. Полки будут крепиться к стенкам на комбинированное соединение шкант плюс паз плюс косой шуруп. И сначала сверлится отверстие под шканты. Выбор между ручным кондуктором и присадочным фрезером пал на фрезер. Просто у меня есть для него собственноручно изготовленные шаблоны гребенки, с которыми фрезеровку можно делать без разметки. Для ручного кондуктора я такую гребенку еще не сделал, пока только в планах. Для фрезерования пазов подойдет любой фрезер. Главное под него подстроиться. Я выберу вот этот, который полегче, и в нем уже установлена фреза диаметром 18 мм по толщине мебельного щита. Теперь мне поверх шкантов нужно отфрезеровать пазы. Я это тоже буду делать без разметки, уже по готовым отверстиям. Для большей точности я приготовил шаблоны. Расстояние от шканта до кромки упора соответствует радиусу подошвы фрезера, и ось фрезы пройдет точно по шканту. Фреза выставлена на глубину 2 мм. Вот фреза прошла таким образом, что шканты оказались точно по центру паза. И вот так выглядит готовая боковина стеллажа с пазами для полок и отверстиями под шканты. Теперь можно заняться полками. Нарезаю сразу необходимое количество заготовок для полок. При этом, для экономии времени на шлифовку в будущем, я напиливаю щиты с запасом полмиллиметра по толщине, чтобы затем, сделав один проход на фуганке, убрать следы от пильного диска. Сначала я планировал поперечные резы сделать погружной пилой по шине, но вдруг оказалось, что с такой шириной полок успешно расправится и торцовочная пила, ведь так гораздо быстрее и с противоскольными прокладками дело обстоит куда проще. В стеллаже 8 полок, и в каждой нужно сделать с двух сторон отверстия под шканты для внутренних вертикальных перегородок. Расстояние от края полки везде одинаковое, поэтому на строительный угольник я приспособил упор, ускорив процесс в несколько раз без потери точности. А для фрезеровки отверстий в торцах я снова достаю самодельные шаблоны гребенки. Это фрезерование без разметки, по упорам, быстро и точно.
Если в процессе работы приходится оставлять щиты в мастерской на ночь, то их предварительно нужно каким-то образом обезопасить от корабления. Возможно, разные варианты. Можно оставить на стеллаже с двух сторон свободными для обтекания воздуха. Можно накрыть полиэтиленом, если они в пачке. Либо сложить в пачку, но не накрывать, но тогда между ними нужно проложить прокладки. Если их оставить в пачке, но не без прокладки, то они будут неравномерно обдуваться воздухом и, скорее всего, щиты поведет. Вероятность очень высокая. Эта сторона будет сжиматься, эта сторона остается неизменной. И щит будет выгибаться вот так. После того, как все детали нарезаны, сделаны пазы и отверстия под шканты для крепления полок, дошла очередь до отверстий под косые шурупы с приспособлением крек. И снова я использую электродрель, у нее максимальные обороты в 1,5 раза больше, чем у шуруповерта, и результат получается чище и аккуратнее. В этом изделии клей не применяется, поэтому термин «сборка на сухую» здесь не совсем точен. Но все равно этот этап тестовой сборки не стоит пропускать, чтобы избежать неожиданностей при окончательной сборке уже вне мастерской. Например, вот такая неточность, и в работу вступает пробочник, как один из универсальных инструментов для заделки косяков. Группа отверстий для внутренней вертикальной стенки была просверлена не в том месте, со смещением ровно в 100 мм. Причину несложно понять, если обратить внимание на способ разбитки щитов в начале видео. И те, кто такую ошибку допускал, меня наверняка понимают. И я надеюсь узнать об этом из комментариев. Ну, вот так выглядит первое изделие. Высокий стеллаж. Он собран сейчас на сухую, только на шкантах и соединен с трубцинами. Дальше я его сейчас разберу, кое-где подшлифую и упакую для отправки и сборки на объекте. А вот это уже второе изделие. Оно тоже собрано на сухую. Не до конца стянуто, пока только на шкантах. Тоже сейчас разборка, шлифовка, упаковка и сборка на месте. Мне все-таки удалось сделать несколько кадров с места установки стеллажей, хотя, как видите, съемка не самого лучшего качества. Мало света и еще меньше пространства. Это место под лестницей, ниша у стены, и стеллажи ждут покрытия маслом и установки на место. Я согласился с мнением о том, что мебель из массива сосны в этом интерьере смотрится намного лучше, чем дубовая. Сейчас вы видите ссылки на другие видео с канала с более подробными рассказами о показанных приемах. Добро пожаловать и до новых встреч!